Здравствуйте, господа! Всем привет! Сегодня мы поехали на другую сторону от Краснодара, у Краснодарского водохранилища, и находимся рядом с аулом Адамий. И эта вывеска у нас с Денисом вызвала сразу некоторый парадокс и парочку вопросов. Да, Денис? Стой, машина проезжала. Вот, продолжайте. Дело в том, что в Адыгее, в Википедии написана совсем другая дата, и как-то там буквально на 100 лет как будто ошиблись. То ли в Википедии неправильно написано, то ли на стеле. Ну, я думаю, стелу местные делали, поэтому местным точно они знают, когда все это произошло. Значит, ребята в Википедии про ваш аул неправильно написали. Уважаемые жители аула Адамий, откройте, пожалуйста, Википедию, добавьте туда актуальные данные, потому что по данным Википедии этот аул основан в середине 19 века, а на стеле позади нас в середине 18 века, а это 100 лет истории. Интересно было бы узнать, что в эти 100 лет тут происходило, это честное слово. А мы поехали дальше на берег Кубанского водохранилища в устье реки Белой в надежде найти там что-нибудь очень крутое, звенящее под землей, и поймать какую-то рыбу, хотя реки мутные после дождей. Вот река Белая. Сейчас я пойду покидаю. Не знаю, что туда кидать. Она мутная и высокая вода. Но зато коровы, пожалуйста, вот они, пасутся, радуются жизни. Деревья вычищены из русла, пожалуйста, высохшие есть. Денис и Евгения Сергеевна, пожалуйста, вот. Николай Сергеевич здесь. То есть все для счастливого существования этой планеты здесь и есть сейчас. На этот раз я купил 2 пачки карабинов с свердлюгами, потому что для меня сейчас это, как, знаете, как у автомобилиста или мотоциклиста, когда заканчивается бензин и начинает резерв гореть, это серпом прям по одному месту. И вот точно так же карабинчики с свердлюжками для спиннингиста. Как только там 2-3 штуки остались, ты начинаешь переживать и нервничать, потому что в любое место, куда ты пришел, начал джигом там работать, и пару приманок ты туда засадил и оставил вместе с карабинами. Поэтому я купил 2 пачки, у меня их теперь больше 20 штук с собой. Я могу сделать теперь все, что хочу. Куда кидаю, куда иду, все в моих руках. Зацепили, и что-то это... Какая-то банка, да? Кабель, запитывающий этот аул. Какая-то банка там просто. Удивляет глубина только. Залегание банки. Банки, да. Большой глинистая, да? Такой песок прессованный. Ой, ну тут была куча ивы, я думаю, что она на меня капает. Первая сегодняшняя находка — банка Кока-Колы. Любители Кока-Колы мусорили в этих местах. Рыба здесь, конечно, может быть какая угодно, потому что здесь в прямой доступности Кубанское водохранилище и река Кубань. Ах, ветер дует, будет ли меня слышно. Вот, и поэтому здесь может быть все, что угодно. Единственное, что вода поднялась. Река нечистая. И будет ли что-то тут ловиться и клеваться, неизвестно. Но и хочется сходить по другой берег, он обрывистый, и там есть заводи. Еще там есть гнезда стрижей или ласточек, не знаю. И вполне вероятно, что под этими гнездами с берега падает, кто-то может и стоять. В общем, какие-то любители чистой энергии. Итак, чистая энергия находится здесь, в Адыгее, именно под этим деревом. Но мы ее забираем с собой.
Поехали. Слишком много воды в реке. Вода мутная. Видимо, она прибрежные коряги как раз покрыла все. И вот одна из них попалась. И что-то я подозреваю, что наживка останется там. Коряги зло, попробую по поверхности покидаться вертушкой. Все, нашлось. Уже нашлось. Болтик. Болтик с гаечкой от какой-то сельхозтехники отвалился и остался здесь. Вот, а мы его нашли. Ну, точнее, это просто болтик. Болтик? Да, болтик. Мост построен по инициативе главы администрации Красногвардейского района Кудаева М.И. при финансировании президентом РА Совменом Х.М. 4 октября 2006 года. Что-то железное показалось. Итак, интрига. Вот что-то железное. Лопатой деранул. След такой свежий. То есть железо не совсем ушедшее. А видно прям сталь блестящая. Меч короля Артура. Просто король Артур был адыгеец. Точнее, правильно сказать, адык. Вот. Не исключено, что мы сейчас найдем его меч. Это все, что осталось от меча короля Артура. К сожалению, мы, конечно, передадим это в музей. Вполне возможно, они его восстановят. Если восстановят, мы вам покажем. Рыба не клюет, как будто повымирала вся. Но кайф есть. Дико вокруг. Нет никого. Хоть и мост рядом, и вроде аул прямо у меня за спиной. Но никого нет. Бабочки, птички, коровы. И тишина. А, вот я вижу пряников на том берегу. Сейчас пойду к ним. Дед Хабр сегодня шутит над нами. Еще один гвоздик. Гнездо гвоздиков. Гвозди гнездятся вот здесь, вот в этом районе. Иду к домику, думаю, дай посижу, отдохну в тени. А тут такой свинарник, мама дорогая. Фу, как можно. Судя по яме, будет что-то грандиозное, да? Слушай, ну что-то просто большого размера, там непонятно. Какая-то мягкая медь торчит. Ну, медь, я бы думаю, потому что там есть зеленый отлив. В общем, как-то уже некомфортно на улице, да, становится в такую температуру? Я тебе так скажу, мы вот выбегаем на солнце, потому что здесь не жрут комары. Слушай, а мне там и на солнце комары жрали, кстати. Сдать, видимо, не получится это. На Чермет за 360 рублей. Да, к сожалению, килограмма здесь нет, это всего лишь прокладка от двигателя. Отлично. Поехали на берег Кубанского моря. Мы снова уперлись в какие-то непроходимые дебри. Сейчас будем пытаться найти объезд. Хотя, может быть, рискнем и прыгнем прямо здесь. Все-таки решили не рисковать, разворачиваемся и едем. Не зря дорога от аула Адамий к соседнему аулу нарисована пунктиром. Собственно, можно было постараться проскочить, но толкать потом из глубокой ямы машину не улыбается.
где-где, но в центре России, ну как в центре, Тауи-Хабль, мы нашли пограничный столб Российской Федерации. Мне, как пограничнику, весьма интересно, каким образом граница с чем здесь у нас сейчас находится. Я думал, что Адыгея в составе России до сих пор. А это? Грусть пусть на сердце не лежит, мне все на свете по плечу. Из песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу. Денис, ну вот что ощущаешь, когда долго-долго идешь к мечте и наконец-то вот оказываешься там, в том месте, куда давно стремился? Это щи, счастье. Вот, одно из самых красивейших мест, где мы побывали. Если вот Коля покажет, там вдалеке, видимо, видно город на горизонте. Деревья стоят в воде. И такая гладь небесная, она сливается с морской гладью. Ну, конечно, это не море, это Краснодарское водохранилище или Кубанское водохранилище. Вот, уже попалась пробка пивная, уже попался гвоздик. Ну, в общем, все неинтересно. Вот попалась такая здоровая гайка. Не знаю от чего, но, в общем, пока находим гайки. Ох. Что это, какое-нибудь ермо? Братцы, отрыли неизвестно что. В общем, вот что-то такое. Скорее всего, это что-то сельскохозяйственное. Может быть, это к лодке вообще крепилось вот так. И лодку за это цепляли. Не знаю, непонятно. Вот здесь 2 заклепки было. Тут как будто 3. Может, заклепки вообще... Ну да, там, здесь... там 3. Здесь тоже 3 было. И здесь 3. В общем, что такое непонятно. Если есть версии, пишите. Будет интересно ваше мнение. Ай. Кусок бокала. Древнего. Ну, клеем нет никаких. Клеем нет, надписи нет. В общем, кусок какой-то рюмки, я так подозреваю. Неожиданно выпал. Ну, что-то там давало сигнал, он же не мог давать. Надо смотреть дальше, что там такое. И это ж крышка от бабушкиной закрутки. Кто-то с компотиком сюда приезжал. Вот. Могли по компота оставить.
Бельгийская рядом с нами, смотрите. И ветерочек оттуда дунул, тот самый, как вот он дунул, ты понимаешь, сейчас ливанет. Вот так спрячемся, да, вот так. Оп, оп, спрятались. Опа! А вон, смотри, Женька, видно ее. Опа! А вот мы, ветра нет. Так, ну что, мы прячемся от ветра за машиной, чтобы микрофон не задувало. Не знаю, насколько это у нас получается. Отлично получается, я чувствую прям. Прям чувствуешь? Нет вибраций? Нет Значит, вибрации. Отлично. Сегодняшняя наша поездка получилась такая в стиле лайт. По сравнению с прошлой нашей поездкой, когда мы намотали там миллиард километров, тело на следующий день говорило, что ж ты, паразит, со мной сделал? Ты годами сидел за компьютером, а теперь сутками там рыл. Вот. В этот раз у нас все так простенько. Но мы побывали в одном из красивейших мест. Вот. Нам повезло, что грозовые тучи, они слились прям с водой Краснодарского водохранилища. Сейчас нас начал заливать дождь. Николай Сергеевич, ваше Дождец слово. начинает фигачить. Место прекрасное, приехать с палатками сюда, остановиться и взять удочки с червячком, чтобы половить какую-то, я не знаю, тараночку, например. Он тут прыгает под берегом. Хищник не удался. Пару аулов проехали, было интересно и весело. Остался нераскрытым вопрос. Так сколько же лет аулу Адамий? Да. 18 века он или 19? Ждем ответов от местных коренных жителей. И, по-моему, начинает фигачить, надо теряться отсюда. Ох! Побежали!